Сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Шекспир, Макбет. В присутствии клоуна. Упсальская лечебница, октябрь 1925 год. Как дела? Пациент неспокойный и удручен. Я перевела его в свободную палату, пусть побудет наедине с собой. Все же проведаем его. Добрый вечер, инженер Окерблюм. Вы не могли бы подождать меня в коридоре? Конечно, доцент Эггерман. Добрый вечер, инженер Окерблюм. Добрый вечер, доктор. Вы позволите задать вам несколько вопросов? Разумеется. Но сначала спрошу я. Пожалуйста, у вас есть время? Немного. Что, по мнению доцента Эггермана, чувствовал Франц Шуберт во вторник утром в апреле 1823 года? Ночью шел снег, а камин погас. И что? Да-да, что он чувствует? Он сидит на кровати в ночной рубашке. На нем толстая кофта и шерстяные носки, чтобы было теплее. Перед ним ночной горшок, он собирается помочиться. Поскольку этот процесс причиняет ему боль, он оттягивает край плоти, чтобы открыть отверстие. У основания головки он замечает шанкр. Шанкр и небольшое уплотнение там, где раньше было только покраснение, некрасивое и болезненное. Часы на расположенной рядом церкви Святой Троицы пробили 6. И в это мгновение он все понял. Франц Шуберт понял, что болен сифилисом. И вот я спрашиваю, что, по мнению доцента Эггермана, чувствует Франц Шуберт этим апрельским утром, сидя на кровати и глядя на свой больной член? Это не так-то легко угадать. Накануне его брат Фердинанд устраивал прием. Праздник был светлый и радостный, красивые дамы, остроумные мужчины, радость, пение, музыка. А потом ночной путь домой сквозь пелену мокрого снега. Радость, не опьянение. А теперь вот сифилис. Что, по мнению доцента, чувствует Франц Шуберт? Вероятно, своего рода погружение. Погружение? Как будто тонет. А почему доцент полагает, что погружение? Я думаю, как бы я сам... Погружение в кошмар, удушье, ловушка. И никакой музыки для поддержки. Никакой. Да, хуже некуда. Вы хотели задать несколько вопросов? Да. Считаете ли вы сами, что вы больны? Слабые нервы,
как написано в истории вашей болезни. Мания, видение, срывы, помутнение рассудка, подавленность, необъяснимая веселость, самобичевание, сексуальные фантазии, мания величия, ипохондрия, инфантильное пристрастие к фекалиям, но прежде всего насилие. Это все? Да, пожалуй. Однажды вы сказали инженеру Окерблюму, что ваша профессия – видение и изобретательство. Правильно. С 29 лет я забрасывал заявками патентное ведомство, но лишь дважды они были из милости удовлетворены. Ваша невеста Паулина Тибо хочет повидать вас. Нет-нет. Она говорит, вы запретили ей приходить. Нет. Нам не стоит говорить о ней? Лучше не надо. Могу я спросить, почему? Это причиняет мне боль. Так ей нельзя навестить вас. Доцент Эгерман, в начале беседы вы намекнули, что очень заняты. Не хочу отнимать у вас время. Что ж, до свидания, господин инженер. Доцент Эгерман, мне понравилась ваша мысль насчет Шуберта. Я имею в виду погружение. Очень рад. Доброй ночи. Доброй ночи. Оскар Фоглер, как говорится, к вашим услугам. Окерблюм, профессор экзегетики на пенсии. И не побоюсь этого слова, рантье. Спасибо, голубушка. Поставьте сумку возле кровати, я сам распакую ее. Вот вам 12 шиллингов за труды. Прибыл в лечебницу в 5 часов 13 минут. Простите? Да. Мое состояние хуже, чем кажется. Да. Наша свобода ограничена, это практикуется, хотя свобода – дар Божий. Но сравним значение внешней свободы с субъективной свободой, непрерывно воспринимаемой внутренним «я» и, к сожалению, беспрерывно разрушаемой внутренним «я», именуемой внутренней свободой, и состоящей из столь большого числа компонентов, что ее нельзя кодифицировать, анализировать и классифицировать. Присядем. Ибо свобода есть высший знак человеческого духа, исток святого, единственное и подлинное бессмертие уникальной жизни. То, что мы заперты в унизительной темнице тела, является, следовательно, такой малостью, которая не должна мешать полету мысли. Внутренняя свобода, какой бы уязвимой она ни казалась, есть восхитительный, неопровержимый факт, который мы благоговейно держим в руках, когда простираем их к вечному свету. Для большей ясности хочу упомянуть, что я являюсь членом Всемирной лиги. Ее название «Долой рабство» или «Общество пердунов мира». Наш девиз – свобода. А какова цель и предназначение Лиги? Мы ратуем за свободу пуканья. Боремся против притеснения пуканья в Европе. Не хочу хвастаться, но я могу погасить 7 свечей одним сильным газоиспусканием. Дорогой инженер Окерблюм, мы должны позволить себе фантазировать в нашем плачевном положении. Я говорю не только о нас, но о человечестве, о ситуации в ее целостности, увиденной глазами просвещенного человека. Мы должны делать ставку на общие деяния и таким образом сопротивляться хаосу и загниванию. Именно сейчас.
Именно здесь. Именно в это мгновение. О чем мы говорили? Об общих деяниях. Общие деяния. Так-то оно так. Дорогой инженер Окерблюм, недуг какого рода вынуждает вас пребывать в этой удручающей обители? Попытка убийства. Простите? Я чуть не убил человека. Однако, у меня так свело челюсть, что сломались 6 коренных зубов. Человек, попытавшийся помочь мне справиться с этим, как бы это выразиться, казусом, был вознагражден ударом ножкой стула в лоб. Да, таким, что хлынула кровь. К счастью, череп не был поврежден, рана оказалась не очень опасной. Это в высшей степени интересно. Нет, я совсем не интересен. Вот Шуберт, он интересен. Простите, профессор, что вы читаете? «Признание графини Митцы», Вена, 1909 год. Можно послушать? Митца родилась в 1884 году в предместье Вены. С 1904 по 1908 годы она была самым вожделенным объектом страсти. Вот как? Ее мать вышла замуж за некоего господина Файта. Файт был человеком без определенных занятий, но выдавал себя за графа. В 14 лет маленькая графиня появляется под руку с отчимом в галантных кругах столицы. Я забыл упомянуть, что девушка была сенсационно хороша собой. В течение года только о ней и говорили. Рассказывали, что она делала все, кроме одной вещи. Какой именно, никогда не упоминалось. В 1908 году осенью она лишила себя жизни. После нее остался дневник, который отчим продал издателю. Осмотр тела Митцы показал, что она была девственна. Вы спите? Да, но я все прекрасно слышу. Я сплю, да я слышу. Прелестно. Я говорил, что моя жена глухонемая. Она весьма состоятельная, и мне прекрасно живется. Инженер Окерблюм. Иногда я вижу со Сведенборгом, и он рассказывает мне о непостижимой красоте ангелов. Они суть отражения лика Божьего. И Сведенборг с улыбкой говорит: «Верьте мне, профессор Фоглер, я видел ангелов». И тогда у меня появляется мужество отправиться в загадочные миры, миры за пределами других миров. И мой универсум отражает вечность, и растет осознание того, что я, Освальд Фоглер, в любой миг могу, как в зеркале, увидеть Всевышнего. А как он выглядит? Сведенборг говорит так: написано, человек создан по образу и подобию Божьему. Под образом Божьим имеется в виду божественная мудрость, под подобием божественная любовь. Но как он выглядит? Он мое подобие, или же я его подобие? Возможно ли, профессор, что вы и есть Бог? Меня бы это не удивило. Инженер Окерблюм, госпожа Фоглер, я польщен. Подожди, Эмма. Моя жена говорит вот что. Мой супруг – это моя жизнь.
Я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы мой любимый находился в лечебнице. Он говорит, что он для меня обуза. Это неправда. В письме, что доцент Эгерман держит в левой руке, я умоляю его отпустить моего мужа. Да, вы свободны, профессор Фоглер. Всего хорошего, инженер Рокерблюм. Спасибо. Спасибо, доцент. Как я устал. До свидания, инженер Рокерблюм. Я устал. Пора в постельку. В постельку. В постельку? Как мило звучит. Сейчас примем порошочки. Нет. И уснем, как на руках у мамочки. Нет, только не порошки. Хорошо, не принимайте. Но не проболтайтесь доценту. Никогда. Но не уходите, сестра Стелла. Милая сестра, моя вечерняя звезда. Сядьте рядом на край кровати. Ради бога, сестра Стелла, я расскажу вам, это займет всего несколько минут. Раньше преступников сажали на кол, раздевали догола и втыкали кол в задницу. Потом кол загоняли все глубже и глубже, так что он проходил через все тело и выходил у затылка. Тогда кол с казненным устанавливали у реки, и бедняга болтался там. Вот так, сестра Стелла. Я живу насаженный на кол. Люди идут мимо меня, и я для них зрелище, всего лишь тема для беседы. О, нет, не уходите. Не думайте, что я ищу сострадания, как Иисус или Малер, или сентиментальный плакса Август Стринберг. Нет, Шуберт, сестра Стелла. Шуберт Франц. Вот мой друг, возлюбленный брат мой. Вот. Это все. Вы понимаете, не так ли? Нет, этого не ждите. Ложитесь. Вот так. Спите. Прочтите молитву, если она у вас есть. Я могу прочесть ее задом наперед. Аминь, не оставь меня маленького. Счастье приходит, счастье уходит, добренький боженька. Глупо, противно слушать. Спокойной ночи. Какой театр, какая публика. Вы давно здесь? Достаточно. Достаточно. Я что, не вполне проснулся? Нет. Да-с. Как поживаешь? Скучно. А вы как поживаете, господин Тёрнеман? Тёрнеманом звали моего покойного кузена. Он был хорошим клоуном, но пугал меня до смерти, когда я был маленьким. К тому же я не господин. Если тебе это интересно...
Так я разговариваю с Ее Величеством? Да. Вот оно что. Час настал? Нет. Все так носятся с этим. Боятся, а я не боюсь. Ведь жизни после жизни нет. Правда? Да. Я не расхаживаю тут с тайнами. Будто бы... Понятно? Да, понятно. Одиноко. В тот миг. Одиноко. Неизбежно. Вернее, человек всегда одинок, но в некоторых случаях одиночество особенно очевидно. Ты любишь большие локомотивы? Да. Подавляющая тяжесть. Земля дрожит, оглушающий грохот, удушающий, чернющий дым, как плюмаж на шляпе, горячий пар у поршней и неукротимый ветер, засасывающий и отталкивающий одновременно. Впрочем, я не открываю ничего нового, да? Нет. Нет. Если поразмыслить, ты ведь всегда это знал. В воображении. Возбуждает? Еще как. У меня сильнейшая эрекция. Войди в меня сзади. Быстрее. Нет, за грудь не хватай. Чувствуешь, как я сжимаю? Разве это не удовольствие? Да. Вонзи ногти. Я их обгрыз. Убери, засунь палец. Ригмур. Да. Ригмур. Меня зовут Ригмур. Когда я был ребенком, именно так под утро, Ваше Величество, бывало, танцевали. Вот так? В то время я тоже был королем. А теперь инженер Окерблюм. Не знаю. Сейчас правят другие законы. Если бы это были законы. Не закон. Запахло демонами. Демоны ведь тоже страдают. Только бы не обделаться. Успокойтесь, мы успеваем, мы всегда успеваем. Злые духи ада разрывают мне внутренности. Все то зло, что я причинил Паулине. Она здесь. Что? Она в приемном покое. Черт побери. Успокойтесь. Успокойтесь. Не успели. Ничего, мы поправим эту беду.
Видишь, ты не избавился от меня. Боже, твоя рана. Перестань, промыли и наложили швы. Останется шрам? Конечно. Сама виновата. Я пришла не о пустяках болтать. У тебя помутился рассудок, и ты ударил. Ты меня спровоцировала. Ты хотел правды. И ты явилась насладиться моим отчаянием и услышать мольбу о прощении не дождешься. Разве я похожа на сумасшедшую, любимый? Ну, значит, решила отпраздновать дешевый триумф, любуясь на унижение своего будущего супруга. Для этого, дорогой Карл Окерблюм, мне не надо приходить сюда. После нашей помолвки я наблюдала твое унижение каждый день и молчала. Мне казалось, ты сознаешь, что я хочу помочь тебе. Сейчас опять начнешь о моей мачехе, о ревности. Причем здесь это? Я должна ревновать к твоей мачехе? Я этого не говорил. Мне плевать, что ты говорил или не говорил. У меня есть предложение. Какое? Я беседовала с доцентом Эгерманом. Он объяснил, что должен держать себя под замком до Нового года, иначе будут неприятности. Наказание за то, что ты чуть не убил меня, изменят на штрафные работы сроком до 6 лет. Но 1 января Эгерман выпишет тебя при условии, что я присмотрю за тобой. Таким образом, ты окажешься у меня в руках, и уж я тебя взнуздаю, черт побери. Не выражайся так, тебе не пристало. Я дипломированный врач, я абсолютно независимый, и никто не вправе указывать мне, какие слова употреблять. Ты слышишь? Да. Тебе все ясно? Да. Тогда я продолжу. Пришел ответ из патентного ведомства. Заявку отклонили? Можно сказать и так. Они сообщают: ваше прошение не может быть удовлетворено, поскольку ваша так называемая синяя матокамера уже сконструирована в 1886 году инженером Полом, который вскоре понял, что его изобретение не имеет практического значения. Тем не менее, на него существует патент под номером таким-то, выданный в Лондоне, Стокгольм, 14 октября, инженер Нильсон. Печать, регистрационный номер, прошу. Заполучить это стоило 7 крон 50 эры. Ты уверена, что меня это расстроило? Во всяком случае, не обрадовало. Этот каприз уже в далеком прошлом, дорогая Паулина. Синяя матокамера умерла. Да здравствует живой говорящий фильм с ударением на живой. Кинематограф живой и говорящий. Долой поцарапанные граммофонные пластинки. Долой жалкие фильмы-огрызки на 4 минуты. Что с тобой? Ты даже покраснел. Представь себе проектор в звуконепроницаемой комнате. Это белый экран. Изображение появляется на экране. Красивая женщина обводит томным взглядом зрителей и шепчет чувственными влажными губами: «Я люблю тебя, Бертрам». Никаких мешающих титров, никакого промедления. Страстные слова достигают возбужденных чувств зрителей в ту секунду, когда произносятся. Чудо налицо. Кинематограф, величайшее изобретение человечества после колеса, доведен до совершенства. Конструкция до смешного проста. Я не постесняюсь назвать ее гениальной. А как это будет происходить? Экран, на который проецируется лицо героини, прозрачен. За экраном свободное пространство. Там находится актриса. Она проговаривает реплики в микрофон в тот момент, когда их произносит героиня на экране. И через усилитель они передаются в громкоговоритель в зрительном зале. Говорящий кинематограф. Это действительно что-то революционное. Мы снимем фильм, используя новый способ, и завоюем мир. О чем же будет фильм? Он будет захватывающий и очень много музыки. Музыки? За экраном поставим пианино. Ты будешь играть симфонии Шуберта, аранжированные для рояля. Почему Шуберта? Потому что фильм будет о Шуберте, дурочка. О Шуберте? О брате Франце и его любовной истории с юной графиней Митцы, которая утопилась осенью 908 года.
Но Шуберт умер 100 лет назад. Какая разница? Она бедная, падшая девушка, почти ребенок. Он гений. Она была графиней. Если ты собираешься придираться к мелочам, убирайся к черту. Мне нужны карандаши и много хорошей пищи и бумаги. Карл, ну, встряхнись. Пусть твоя молодая душа загорится. Один единственный раз. Один единственный. Мне бы хотелось это будущее, Паулина. Не надо платить актерам. Пустяки. Шуберта сыграю я. Такого, какого никто не видел и не мог представить, даже он сам. А ты прямо создана для роли Митцы. Я ведь должна играть на рояле. Будешь играть между репликами. Исполнять роль проститутки. Моя родня с ума сойдет. Я же сказал, Митца была невинна. Ты не говорил девственно. Проститутка? Господи, какие банальные представления. Я читал в газетах, что киноиндустрия переживает трудности. И в первую голову творческого плана. А новые идеи дадут и новые денежки. Я вижу прекрасный, красочные, ослепительные картины, лица, тела, движения и музыка. Иногда я спрашиваю себя, за что я так люблю тебя, Карл Окерблюм. Ты толстый, неуклюжий, твоя борода начинает сидеть. Ты недобр. Ты чуть не убил меня. Дважды обманывал за то время, что мы помолвлены. Я не понимаю, зачем тебе другие женщины, и не понимаю, что женщины находят в тебе. В периоды просветления, они теперь нередки, я не могу понять, почему я люблю тебя. Но сейчас, когда ты сидишь в своем, разглагольствуешь о живом, говорящем кинематографе, нет, не говори ничего. Мне хочется плакать, упасть на колени и целовать тебе руки. Приди в мои объятия, Окерблюм. Прошу вас. Брат Окерблюм? Позвольте представить мою невесту. Очень приятно. Я скучал по гостеприимному дому. Вот потребовала больничную одежду. Моя жена, наконец, согласилась. Она опять весела. Выпьем? Как же насчет общего проекта против хаоса и распада? Простите, а что говорит ваша жена? Одно и то же. Мы любим нас, всех нас. А я сейчас изложил своей невесте один проект всемирного значения. Общий, изумительно общий. Выпьем за него. Акционерное общество ОФ «Фильм» имеет честь представить первый и единственный в мировой истории живой говорящий фильм. Кинодрама «Дитя радости» в 3 действиях.
Автор и исполнитель главной роли Карл Окерблюм, а также Мия Фальк, Паулина Тибо и Освальд Фоглер. Эта захватывающая киноистория разыгрывается в XIX веке и повествует о страстной любви гениального Франца Шуберта и куртизанки Митцы Файт. Удивительные пейзажи, прекрасная музыка, великолепное актерское мастерство. Никто не останется равнодушен. Добрый день, Паулина. Добрый день, Мия. Добрый день. Продали что-нибудь? Да, 11 билетов. Всего-то? Это совсем неплохо для такой-то дали. И погоды. Да, и погоды. Учитель Ландаль, будьте добры, повесьте новую афишу. Старую наверняка сорвало. Обязательно, госпожа Верглунд. К вечеру, похоже, еще похолодает, и буря начнется. Людям тяжело будет сюда добраться. Окерблюм не появлялся? Нет. Видно, решил прогуляться. Да, это ведь места его детства. Я в кассе, если понадоблюсь. Стенбьорка, Стурфорса, Видовик, Мёркчер, теперь вот Гронос. Да, не триумфальное шествие. Разве у тебя не было еды и жилья, или тебе платили неаккуратно? Я устала. Ладно, убирайся. Никто тебя не держит, только не ной. Я смотрел этот фильм 16 раз. Такое сильное впечатление я получил еще только от картины Рембрандта в Национальном музее в Стокгольме. Мия, вы всю жизнь будете помнить это время, уверяю вас. Поцелуй меня, знаешь куда? Послушай, Мия, я достаточно долго терпела тебя. Я промолчала, когда застала тебя в постели с Окерблюмом, не устраивала скандалов, слушая вашу возню по ночам. Я сносила твои оскорбления и обидные намеки. А ты не думала, Мия Фальк, о том, что настанет момент, когда ничто в мире не сравнится с удовольствием ткнуть этот раскаленный утюг в твою злобную рожу? Господи, я пошутила. То-то. Я не виновата, что он липнет ко мне, как репей. Ну, естественно. Так что же ты? Слышите, что творится? Так шумит, когда вьюга из степи идет. Мне пора на лекцию. Не волнуйтесь, до нее еще 2 часа. Вы же иногда сами вешаете экран. Да, но лучше, чтобы Окерблюм помог. И можете запустить проектор? Не знаю, думаю, смогу. И пленку зарядить? Впрочем, это не нужно. Я помогу вам в антрактах. Вы дадите свет и предложите зрителям купить сладости, а я в это время перезаряжу пленку. Как ваш кашель? Пустяки, в Гроносе все простужены. У детей насморк, у взрослых кашель, у стариков температура. Надо терпеть, как говорит священник. А как вам удалось прийти сегодня? Я прогулял. Думаете, я пожертвую впечатлениями ради долга? Впечатление – это единственный настоящий долг ищущего человека. Может быть. Пойду гладить. А я повешу новую афишу. Первую унесло. Зуб болит. Прямо разрывается.
Поеду фалунским поездом. Если сейчас выйду, как раз успею на него. По-моему, зуб даже шатается. Доктор предложил разрезать десну и почистить, но тогда боли не было, и я отказалась. Ты потеряла дар речи? Возможно. В общем, я уезжаю. Не поцелуешь меня? Ты не рассердишься, если я уеду? Нет, не рассержусь. Просто мне грустно, и я устала. Ладно, иди. И сбегай к врачу, немного странный запах. Я пустилась в эту авантюру только ради тебя. Черт возьми, деньги. Сбежали бы вместе, пусть старики сами в этом дерьме ковыряются. Держи. Все, ступай. Вероятное не существует, ибо оно постулирует существование невероятного. Поэтому и вероятное не может быть принято, поскольку оно предполагает то, что мы называем невероятным. Именно так, да. Вот и я, Паулинка-снежинка. Что-нибудь съедобное есть? Суп и бутерброды. Как Освальд? Не знаю. Глубокое похмелье. Как жена уехала, он сдал. Напротив, теперь он может пить сколько хочет и как никогда собран. Ему все-таки 78. Куда ты дела Мию? Никуда. А почему такой тон? Зато у тебя, я вижу, настроение позавидуешь. Где пропадал? Это ведь моя родина. Папа построил роскошный дом недалеко отсюда, на склоне горы. Я прогулялся по окрестностям, дошел до дома, посмотрел, не живет ли там кто-нибудь. Ставни открыты, но света нет. И двери заперты. На снегу следы. Следы людей и колес. Все это немного похоже на призрак. Далеко внизу течет река, черная, блестящая. А снег падает и падает. И порывы ветра треплют голые ветви двух сросшихся берез. Госпожа Берглунд продала 11 билетов. Ландаль, Ландаль, я здесь инженер. Надо установить проектор. Я как раз хотел предложить. Спасибо, что согласился помочь. Рабочей силы у нас поубавилось. Где же Мия? Сам ищи ее. Разместим-ка его наверху. Протянем провод вниз к рампе. И еще надо усилить пробки на щитке. Громкоговорители на месте, я только подключу микрофон. Подстрахуемся. А то пробки задымят, когда включим дуговую лампу. Как в Бесне и Ленхедене. У вас есть пара монеток? Да, конечно. Одну сюда. Сюда. Так нельзя делать. Это же опасно.
В искусстве нет законов. В искусстве все опасно. Поставим его как можно ближе к барьеру. Но в первом ряду галерки обычно сидят люди. Галерку придется закрыть. Предписание пожарных. Это опасные игрушки. И еще надо принести огнетушитель. Он уже здесь. Нитратная пленка взрывается как порох. Она дьявольски горючая. Да, я читал в газете. В прошлом году в Италии было 19 таких пожаров. Погибло 117 человек. Янсен, подождите в машине. Я мачеха Карла, а я его невеста. Карл находится под опекой, и вряд ли его помолвка действительна. Совершеннолетний человек имеет право без согласия опекуна вступать в любые отношения, не обусловленные экономическими соображениями. Я могу присесть? Простите, разумеется. Здесь беспорядок. Мы прибыли с опозданием из-за бурана. Прошу. И сегодня состоится, как это, скажем, демонстрация фильма. Прошу прощения. Зов природы. Освальд, наденьте что-нибудь. Да-да. Профессор Фоглер, как я полагаю. Вы не могли бы сесть? Конечно. Жаль, что нечем вас угостить. Я приехала не кофе пить. Понимаю. Итак, я сочла необходимым проинформировать вас о том, что опекун Карла написал госпоже Фоглер, поскольку она финансировала ваше предприятие. На днях он получил ответ от госпожи Фоглер. Она сообщает, что, уступив настойчивым просьбам своего супруга, сняла с себя все обязательства и ничего не знает о дальнейшей судьбе проекта. И в постскриптуме добавляет, что инженер Окерблюм и профессор Фоглер уже истратили 72 тысячи риксдаллеров. И что ответственность за финансовую и организационную стороны теперь несете вы. Я была бы очень признательна, если бы вы сообщили причину вашего визита. Пожалуйста. Я приехала забрать домой моего безумного пасынка. А если я не соглашусь? Признаюсь, я питаю к вам невольное восхищение. К тому же, у нас есть кое-что общее. Наша любовь к Карлу. Мы просто любим его, и все. Когда я вышла замуж за его отца, ему было 26 лет. Но он все еще оставался ребенком, заброшенным ребенком. Надо сказать, с ним дурно обращались друзья и старшие братья. Он был пуглив, прилежен, послушен, чрезвычайно чистоплотен, честолюбив и педантичен. Проблема была лишь одна. У него случались вспышки неконтролируемого гнева. Однажды он разбил мне нос. Не понимаю, зачем вы рассказываете мне о том, что я уже знаю. Вы знаете только то, что рассказывал Карл. Вы правы. Будьте добры, не курите, мне это мешает. Извините. Я боюсь за этого распущенного старого ребенка и хочу дать ему немного покоя. Я тоже. Когда он поймет, что его грандиозный проект рассыпался прахом? Да. И что же? Нет. Если вас это утешит, госпожа Окерблюм, то скажу, что мы с Карлом несчастливы. Мы спорим по малейшим пустякам. Он обманывает меня, хотя в этом нет необходимости. Те недели в феврале, когда мы снимали фильм,
были настоящим адом. Я должна была играть Митси, главную героиню. Но он нашел молоденькую актрису Мию Фальк. Она соблазнила его, а я оказалась не у дела. Профессор Фоглер писал сценарий. Каждый день он что-то изменял, дописывал. Они втроем ополчились на меня. А что я могла сделать? Я ведь любила их. У меня есть немного шерри. Спасибо. А деньги быстро утекали. Тогда это не было проблемой. Госпожа Фоглер, видя своего мужа веселым и здоровым, каким он давно не был, за все платила. А я уверяла, что как только шедевр будет готов, деньги вернутся с лихвой. Но кинокомпании отказывали нам одна за другой. Мы все же досняли этот первый и единственный говорящий фильм в мировой истории. И решили, что отправимся в турне. Будем снимать помещение, и однажды нас заметят, и придет успех. Но Фоглер вдруг расстался со своей женой, мы лишились финансирования. И вот мы здесь, госпожа Окерблюм. Может, пора поставить точку? У меня есть еще 653 кроны вот в этой шкатулке. И надолго ли хватит этих крон, осмелюсь полюбопытствовать? Это зависит от сборов. Да, понятно. Не будет бестактности спросить, как вы познакомились с Карлом? Он не рассказывал? Да нет, он говорил, что кто-то открыл ему глаза, что прежнее существование было иллюзией и так далее. Когда я захотел узнать поподробнее, он нахмурился и попросил оставить его в покое. Не скрою, я была удручена. Налить еще? Благодарю. Мы познакомились 2 года назад. На вечере он пел в академическом хоре, а я исполняла партию рояля из цикла «Песни любви» Брамса. На обеде после концерта кто-то стал восхищаться Лейбницем, а Карл разозлился и принялся цитировать Шопенгауэра. «Сострадая, мы находим освобождение, ибо избавляемся от эгоистичных желаний и чувствуем общность со всем страданием мира». Его прекрасные, чудные глаза потемнели от гнева, и этот толстый, неуклюжий, пугливый человек... Я смотрела на него, и... А потом был страшный переполох. Карл схватил нож и полоснул своего собеседника по щеке. Да, спасибо, я знаю. Карла отправили в лечебницу, а я написала ему. Получила дивный ответ со стихами и рисунками. И стала навещать его. И мы обручились. Тайно, разумеется. А потом он чуть не убил вас. Могло быть и так. И теперь вы здесь, в Гроносе, и до финала 653 кроны. Примерно так. А дальше? Мне безразлично, госпожа Окерблюм. Вас это не беспокоит? Я далека от волнений подобного рода, госпожа Окерблюм. Просто поразительно. Это комплимент? Может, это поможет вам? Нет, спасибо. Нет. Понимаю.
А сейчас прошу вас, уходите. Что? Простите мою неучтивость, но вам не стоит встречаться с Карлом. Да, конечно. Прощайте. Прощайте, госпожа Окерблюм. Сейчас. Что с вами? Мой муж умер 6 лет назад. Он долго болел. С его смертью моя жизнь стала совсем пустой. Дочь вышла замуж, и это было несчастьем. Все было и есть. У вас умер сын? Погиб в авиакатастрофе. Он был метеорологом, изучал формирование гроз. Да. Я очень устала. От приступов Карла. Они были не раз и не два. Уже после случая с вами. Я знала, что он ревнует, так что сама виновата. Вот такая история у Карла и его мачехи. Он всегда у меня в сердце. И я не могу и не хочу выбросить его оттуда. Когда я пришла в их дом, мне было почти столько лет, сколько вам сейчас. И в первый же день он покорил мое сердце. Он тут останется. Иногда это причиняло боль, а я отняла ответственность. Уж не думаете ли вы, что я ревную? Это настолько немыслимо. Это немного наивно. Я люблю его. Смертельную катастрофу не умилостивишь. Здесь чувство, там страсть, больница, лекарства, обещания, смерть, дружеские отношения, забота, дисциплина. Любовь, если хотите. Все это случайности, тонкие нити. Я устала ждать. Вы не придете на представление? Нет, придет моя дочь Карин, сводная сестра Карла. Она приехала с сыновьями навестить меня. Карл и Карин очень привязаны друг к другу. Прощайте, Паулина. Освальд? Простите, я немного замерз. Почему вы сидите здесь? Я не хотел мешать. Пойдемте. Ложитесь под одеяло. Я налью вам что-нибудь выпить. Давайте ток. Братец Ландаль, давайте ток. Не бойтесь, в худшем случае здесь все взлетит на воздух. Хорошо, учитель, хорошо. Монетки делают свое дело. Да, но все-таки опасно. А я кручу. Раз, два, три. Спускайтесь. Уже спускаюсь. Где же Мия? Куда подевалась эта девчонка? Поищи. Мама приходила? Да, хорошо, что ты не появился. И не желаю никакого отчета. И не будет. А вот и вы. Теперь натянем экран. Да, поднимем парус на нашем корабле, и он умчит нас в безбрежный мир загадочных теней. Все-таки разыщи Мию. Она уехала. Уехала? Да. Вот как? Ну и ладно. Это не национальное бедствие. Ты так спокоен? Обойдемся без нее. Сэкономим деньги.
Эта шлюшка нам дорого стоила. И как же обойдемся? Митси будешь ты. Но я не знаю роли. Перестань, знаешь. Кстати, можешь ее читать? В темноте кто-нибудь подержит фонарик. Кто будет держать? Ты играешь Шуберта, я Митси. Освальд, остальные роли. А Ландаль крутит проектор. Опять это дурацкое нытье. Пора пускать публику. Да, впускайте публику, учитель, и дайте полное освещение в зал. Есть, капитан. Добро пожаловать, проходите, пожалуйста. Это учительница из Фростонаса, Мерте Лоунберг. Она пришла на лыжах, а пастор Эриксон не придет, у него насморк. А это госпожа Персон, ее пригласила я. Она нигде не появляется с тех пор, как ее муж покончил с собой, прошлой осенью. У Альгота Фрёвика сильно болят суставы, он почти инвалид. И сейчас особенно страдает, потому что наступили холода. Но когда речь идет о культуре, ничто не заставит его остаться дома. Губернский прокурор Ларсон тоже явился. Небывалый случай. Он пришел не ради фильма. У него связь с Ханной. Это тайна, но все об этом знают. А это Фредерик Блум. Он был кантором во Фростонесе, но спился. Получает небольшую пенсию по болезни. Сейчас изучает хоралы в Скатунбюне. А вот госпожа Бергман, сестра Окерблюма. Освальд. Освальд. Что, уже? Пора? Публика собралась. Надо начинать. Я забыл, что говорю. Поприветствуйте публику и скажите, что Гронес, запомните, Гронес в данный момент является центром художественных достижений мирового кинематографа. Да-да, не стойте над душой, я помню свою роль. Тогда начнем. Как вы? Голова кружится. Даже довольно сильно. Вы справитесь? Да, да. Неужели Карен? Дорогая сестричка, ты пришла посмотреть фильм «Братишки». Очень рад. Мальчики болели всю осень, и доктор рекомендовал сменить климат. Мы приехали сюда месяц назад. Ты должен нас навестить. Я не один. Знаю. Как твоя Паулина? Я его Паулина. Добро пожаловать. Спасибо. Какое красивое платье. Да? Правда, не совсем 19 век. Зайди потом попрощаться, даже если фильм не понравится. Почему не начинаем? Уже 8:45. Публика ждет. Позвольте проводить вас на хорошее место, госпожа пасторша. Ударьте в гонг, чтобы я выключил свет и начал крутить проектор. Хорошо.
Почтенная публика, в ужасных древних пещерах собирались первобытные люди, чтобы от необъяснимого избытка чувств нарисовать образы на влажных стенах или вырезать из дерева фигурки. Сквозь жестокие бури, непроходимыми тропами, через все мыслимые препятствия приходят другие люди, чтобы полюбоваться нарисованными образами, вырезанными фигурками, подержать в руках отшлифованный янтарь. Можно ли не растрогаться? Я спрашиваю, но это риторический вопрос. Думаю, ни один из присутствующих как по ту, так и по эту сторону сего грязного полотна не осознает величия. Что там такое? Прекрасный весенний день. Франц Шуберт лежит на своем нищем смертном одре. Ты все-таки пришла, моя дорогая Митси. Что бы ни случилось, знай, я так люблю тебя, мой Франц. Сыграй для меня, дорогая, сыграй для меня. В последние минуты своей жизни мастер слушает эти никем доселе не слышанные звуки.
В коридоре что-то горит. Наверняка щиток с пробками. Без паники. У меня есть фонарик. Я спускаюсь с огнетушителем. Ой, дьявол. Надеюсь, дом застрахован. Конец света, вот что это. Он справится. Только бы не пострадал. Потолок горит. Не обрушился бы. Думаете, может? Давайте выпьем кофе. Нам это сейчас не помешает. Наверняка здесь найдутся рождественские свечи. Да, и большие, и маленькие, и много недогоревших. Да, от Рождества остались. Сыграй что-нибудь успокаивающее. Да, конечно. Одну секунду, одну секунду. Позвольте, господа, у меня предложение. Удостоит ли его внимания почтенная публика? Конечно, просим. Здесь собралась небольшая группа людей, устоявших против буйства стихии. У нас есть прекрасное освещение, есть телесная пища, есть уютный огонь и есть музыка. Не позволит ли нам разыграться действию драмы прямо среди нас? Что вы скажете? Прекрасное предложение. Луну повыше, пожалуйста. Учитель Лондель, лунный свет на скамейку. Прошу музыку. Дорогие друзья, мы переносимся в Вену в 1823 год. Теплая, немного душная ночь в августе. Мы в великолепном дворце, вернее, в дворцовом парке, где в сумерках мерцают статуи и бьют фонтаны. Балконные двери открыты, банкетные залы полны света, музыки, смеха и шуток. На мраморной скамье сидит Франц Шуберт. Франц Шуберт — это я. И я глубоко погружен в мысли. Робко, почти испуганно приближается прекрасная женщина. Иди же, Паулина.
Я могу присесть здесь? Ваше сиятельство. Я вам помешала? О, умоляю, останьтесь на несколько мгновений. Благодарю вас за вашу игру. Равнодушие слушателей, наверное, задело вас. О, нет, я не расстроен и не оскорблен. К тому же граф весьма щедрый, даже обещал купить мой последний квартет при условии, что издаст его под своим именем. И вы согласились? Я могу написать новый квартет, а граф нет. Открою вам секрет. Я никакая не графиня. Не графиня? Я проданная девчонка. Мой отчим продал меня барону Сирадону. Барону Сирадону? Да, автору всяких глупых комедий и фарсов. Он жутко богат. У него 2 замка в Венгрии, виноградники в Провансе и квартиры в Лондоне и Вене. Я буду жить в одной из них. Понимаю. Мне повезло, что барон купил меня. Он не особенно добр, но он воспитал меня. Значит, барон купил вас? Меня осмотрел врач и подтвердил, что я девственница. Отчим дал мне 2% от полученной за меня суммы. Это так мило с его стороны. Да, чрезвычайно. Самое забавное то, что я все еще девственница. Какая деликатность со стороны барона. Луна зашла за тучу и подул ветер. Пойдемте в зал. Нет, побудем здесь. Мне нравится, как шумят дубы у реки. Да. Да. Вы смеетесь. Мы оба проданы и куплены, госпожа Митце. Но я наверняка стоила намного дороже. Прислуга, гардероб, квартира, экипаж. Думаю, не меньше 5000 гульденов. Я не стану называть цену своего квартета. Можно вашу руку? Вы грызете ногти, господин Шуберт? А вот и моя упорхнувшая голубка. Простите, барон Сирадон, в бальной зале было так душно. Это... Кто же не знает великого мастера? Очень приятно познакомиться, весьма польщен. Замечательное совпадение. Я сегодня присутствовал на репетиции своей комедии «Прихоть женщины», в которой изумительно играет мадам Сассари. И представьте, она пожаловалась мне. Что же расстроило великую актрису? В каждом акте она поет песенку. Это ее, так сказать, визитная карточка, если вы понимаете, что я имею в виду. Вполне. Вот такую. Мой котик, куда зовешь меня? Мой котик, мой котик. Я люблю тебя. Прелестные стихи. Композитор-ремесленник. Он не оценил тонкую непристойность стихов. Не могли бы вы помочь мне? Примерно так? Воистину, люди правы. Вы мастер. Будьте добры, напишите ноты. Сию минуту. Сколько это стоит? На ваше усмотрение. Кто тебе позволил уйти? Не здесь, Поль, не здесь. Не сейчас. Я нахожу тебя с этим грязным музыкантишкой. Прости. Продезинфицируй йодом рот и прочисть себя розовым клестиром. Но сначала небольшая прогулка верхом. Нет, не здесь. На коня, мадемуазель. Я еще здесь. Вот как? Вы здесь? Я не заметил. Это вам за мотивчик. Благодарю вас. Поправьте платье, фрейлин Файт. Мы будем сейчас танцевать по ванну с канделябрами и не станем ни в чем уступать. Вашу руку, фрейлин Файт. Прощайте, мастер. Я запомнил вашу выразительную мелодию.
Франц Шуберт стоял под окнами и наблюдал за торжественным танцем. Он рыдал от унижения и внезапного озарения. Конец первого акта. Ваши аплодисменты. Сейчас будет смена декораций. Прошу публику пересесть сюда. Пианино туда. Кто хочет кофе, там еще много осталось. Сколько всего актов? Я успею домой к 11? Еще 2 акта, но они не такие длинные, как первый. Я спросил не потому, что мне скучно. Спасибо. Спасибо, я не хочу. А в конце Шуберта осенит, какой должна быть заключительная часть его Великой симфонии? Да-да, извините нас, конечно. Прежде чем продолжится спектакль, я бы хотела, если позволите, прочитать отрывок из одной книги. Если вкратце, это рассказ о молодом человеке, который ищет свою дорогу. Но поиски как будто заслонили собой то, что он ищет, и стали целью. А теперь я прочту, что написал автор. Ты жалуешься на то, что ты кричишь, а Бог молчит. Ты говоришь, ты заперт, и боишься, что это пожизненное заключение, хотя никто ничего не сказал. Задумайся. Ты ведь сам себе судья и тюремщик. Пленник, покинь свою темницу. И, к своему удивлению, ты обнаружишь, что тебя никто не задерживает. Конечно, действительность за тюремными стенами ужасна, но не более, чем твое отчаяние там, в глубине запертой комнаты. Сделай первый шаг к свободе. Это несложно. Второй шаг сложнее, но не позволяй своим тюремщикам одолеть тебя. Твои тюремщики — это всего лишь твой страх и твое тщеславие. Вот это все. Марта, хотите кофе? Да, спасибо, Ханна. Боже, мне не стоило читать. Начнем второй акт. Декорация такова. За рваной ширмой мы видим скромную кушетку Шуберта. Под высоким окном печурка, рядом немытая посуда, очень дешевая, пианино, несколько стульев и шаткий стол. Надеюсь, почтенная публика может себе это представить, а также почти невыносимое зловоние от плесени, грязи и примитивных медикаментов, которые мастер вынужден принимать, чтобы противоборствовать своему постепенному загниванию. И к нему пришел добрый друг, Якоби Маркус, весьма уважаемый органист и церкви Святой Троицы.
Ну, что скажешь? Погоди, дай опомниться. Ты мой друг, Якоби. Мы сыграли симфонию от начала до конца. Ты единственный, кому я доверился. Большое произведение. Большое? Величайшее, правда? Я имел в виду длинное. Длинное? Как твой друг, я буду откровенен. Тебе не понравилась симфония? Вступление гениальное. Это не утешает. Я здесь не для утешения. Прости. Ты говорил, что ищешь толкового учителя, чтобы брать уроки композиторского искусства. Нашел? Мне не хватает духа и денег. Жаль. Твоя симфония страдает ужасными недочетами. Партии скрипок и духовых инструментов кое-где вообще невозможно исполнить. Или вот, например, это же барокко, и должно быть барокко. Да-да, а последняя часть, она неистова. Да, так задумано. А сколько раз в этой докучливой бесконечности ты повторяешь главную тему? Я не считал. Ты не обижайся, я ведь могу и ошибиться. Это вполне возможно. Мотив. Главная тема, постоянно повторяющийся мотив. Это крик. Крик радости. Я стоял у пюпитра и... Я чувствовал каждой клеткой моего тела, моей плоти, моих нервов, моего сердца, как болезнь зрела и укоренялась, как эти отвратительные снадобья травили мои нервы. Каждую минуту я был в аду, но Бог послал мне этот крик радости, этот крик, такой короткий, и он унял боль, сделал ее почти незаметной, болезнь незначительной, а натиск лекарств отдаленным эхом. Я подумал, что я стремился, я верил, что другие люди, которые испытывают те же адские муки унижения, что и я подумал, что хочу крикнуть им, как будто самому себе. И я кричу так часто, что боль утратила реальность, а болезнь превращается в фантом. Большие формы не твоя стихия, Шуберт. Ты не Бетховен. Ты Шуберт, и тем хорош. С чего начать изменения? Я могу дать лишь один совет. Я понял. Прости. Нет, не проси прощения, Якоби. Ты оказал мне великую услугу. Мне пора. Ты сказал правду. У меня в 3 часа месса. Прощай, мой друг. Прощай. Я тону. Тону. Открыто. Здравствуй, мой Франц. Ты сидишь здесь в сумерках, а на улице чудесная погода. Прогуляемся? Недолго, сколько сможешь. Ты весела. Поздравляю именинника. Садись, рассказывай. Я вижу, что-то произошло. Я бросила поле Сарадона.
Прощайте, барон Сарадон, и ваши комедии, и розовые клестиры, и плетки. Что сказал отчим? В этот момент он изучает письмо, которым я уведомляю его о своем абсолютно самостоятельном решении. Письмо? Ты едва ли напишешь свое имя. Я продиктовала. И кто же написал этот диктант? Один студент. Студент? Не задавай глупых вопросов, Франц. Любовь огромная, всепоглощающая. Он может содержать тебя? Он еле-еле содержит себя. Но я получила временный ангажемент в Народном театре. У тебя есть драгоценности? Я все вернула. И что сказал барон? Что отпустит меня, если я сделаю то, что он потребует. Я согласилась, потому что спешила, но он не хотел отпускать, как обещал, и основательно поколотил меня. Хочешь взглянуть на мой зад? Он очень красочный. Нет, благодарю, Митци. Когда я выбежала в огромный парк с аллеями, ведущими к Дунаю, меня охватило такое веселье, что я закричала: «Я могу делать, что хочу!» И первое, что мне захотелось, это собрать цветы, прийти сюда и рассказать обо всем. А студент? У него лекции, мы увидимся только вечером. Это вам на вечернее веселье. Какой ты добрый, мой дорогой. Да я тебя поцелую, Франц. Нет, не целуй. Нет, 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 нет. Возьми себя в руки, Карл. Карл, ты сможешь? Сможешь. Я знаю, что ты хочешь. Карл. Ничего страшного. Слышишь? Ничего страшного. Прошу прощения. Простите меня. Я не знаю, что это вдруг. Обычно я прекрасно владею собой. Да. Что ж, продолжим и доведем спектакль до финала. Осень. В венских парках облетели листья с деревьев. Франц Шуберт тяжело болен и живет на подаянии своего брата. Серый пасмурный день, вторник, конец октября. Вы, конечно, помните начало нашего фильма. Опять та же обстановка, та же нищета, те же слова, и снова Шуберт говорит: «Ты все-таки пришла, дорогая Митци». Что бы ни случилось, знай, я так люблю тебя, мой Франц. Митци, малютка Митци, это моя последняя соната. Будь добра, передай ее моему брату Фердинанду. Вот. А теперь иди, от меня отвратительно пахнет. Я пришла попрощаться. Мы с моим студентом уезжаем в Париж. Я очень рад. Прощай, мой дорогой, мой любимый, бедный Франц.
Господин Шуберт, с кем имею честь? Граф Марсель Файт, с вашего позволения, отчим Митцы. Ужас. Бог, где ты? Моя падчерица. Я умираю. Пощадите мое унизительное положение. Говорите прямо. Митцы, моя бедная девочка, убила себя. Она была так счастлива. И вина за ее смерть лежит на вас, господин Шуберт. Вина? Какая вина? Она любила вас и была готова пожертвовать всем. Блестящей карьерой, прекрасным любовником, отцовской любовью. Она бросила все ради слепой любви к жалкому музыканту. Сегодня утром в 10:30 лакей доложил, что ко мне пришли. Я вышел в приемную, и двое полицейских тактично, насколько это возможно, сообщили мне, что тело моей дочери было найдено под мостом Тегенбрюкке, где оно застряло у сваи. А студент? Не понимаю. Какой студент? Как вы узнали? Все очень просто. И до ужаса очевидно. Моя дочь вела дневник и расходную книгу. Возьмите и прочтите. Прочтите, и пусть краска стыда зальет ваши обезображенные извращениями щеки. Если бы я не знал, что вы скоро умрете страшной смертью, которая будет наказанием распутнику, я бы вызвал вас на дуэль. Но я не хочу сокращать ваши страдания. Карающий Бог уже занес свою длань над вашей головой. Месть за мной, говорит Господь. Извините. Извините меня. За дверью ждут почтенные господа. Их послала моя жена. Им поручено собрать все, что осталось от Освальда Фоглера, и доставить в тишину лечебницы. Сколько раз люди в своем безумии запирали пророков в темнице. Освальд, но мы никогда еще не призывали ангельскую рать. Шум ее крыльев еще не достиг легкомысленных ушей детей человеческих, за некоторым исключением. Я думаю главным образом о Бетховене. Не надо, Освальд. Нет, я договорю. Однажды возбушует тьма над городами. Однажды черви источат ваши гниющие тела. Ваши внутренности вывалятся из срамных отверстий, из тех, что есть, и из тех, что ангелы дракона выгрызут в ваших кишках. Мне холодно. Подайте пальто. Господин Фоглер, нет никакого спасения. Вы говорите не о том дне. Не о том? Да, совершенно. А мой гнев? Что мне делать с моим гневом? Бедный, бедный господин Фоглер. Ваша шляпа, профессор, и пальто. Прощайте, Освальд. А где галоши? Забыли их в Овесте. Буря улеглась. О, спектакль окончен. Что? Да, конечно, конечно. Ты имеешь в виду фильм? Практически закончился. Но не совсем? Да. Что-то еще есть? Немного. Паулина играет несколько тактов. Сыграй конец. Так, мы видим крупный план умирающего мастера. Он смотрит прямо на зрителя.
Вот такой план. И надо представить, какая жалкая, дурно пахнущая комната наполняется загадочным светом. Он слышит удивительные звуки и улыбается, хотя он очень устал. И тут он говорит. Он говорит, я тону. Он замолкает и несколько секунд слушает свою музыку. Потом произносит четко, я не тону. Я не тону. Я поднимаюсь. Экран темнеет, музыка замолкает. Вот теперь конец фильма. Что ж, пора, как говорится, закругляться. Поблагодарить и попрощаться. Доброй ночи. Я задремала на минутку. Я на скотном дворе с половины 6 утра. К вечеру устаю немного. Спасибо большое. Спокойной ночи. Я приду помочь завтра. Вы позвоните. Номер Гронес 12. Спокойной ночи. Доброй ночи. Я тоже помогу. Только мне к половине 8 в школу. Я хочу подарить вам эту книжку. Правда, она слегка потрепана, и в ней много пометок. Спасибо. Ночь будет холодная. Поддерживайте огонь в печке. Не меньше 30 градусов. По луне видно. Спасибо. Пойдемте, Ханна, я вас провожу. До свидания. Мы размонтируем проектор завтра, хорошо? Я подъеду с машиной. Поезд до Иншона приходит в Гронес не раньше 9:45. Да, инженер? Разбужу Кантера, он заснул там, на скамейке. Нет, я не сплю. Благодарю за прекрасную музыку. Я, правда, интерпретирую сонату Шуберта по-другому. Но не воспринимайте это как критику. Очень красиво. Хотя слишком женственно на мой вкус, но очень красиво. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Подождите, господин Блюм, пойдем вместе, нам ведь по пути. Закройте уши. Я получил огромное наслаждение. Это настоящее искусство. Простите, что я это говорю, но театр все-таки выше кинематографа. Спасибо. До свидания. Спасибо, сестричка. Спасибо, что пришла. Тебе спасибо за прекрасный вечер. Мама просила передать вам обоим. Неужели что-нибудь малоприятное? Перестань, Окерблюм. Я подсчитала выручку 8 крон и 80 эро. Неплохо. Так что просили передать? Может, вы переночуете у нас сегодня, мы будем очень рады. Госпожа Окерклюм так любезна. Скажи, что я не доставлю этой ведьме такого удовольствия. Этого я не могу сказать. Чтобы утром безумца доставили в лечебницу в сопровождении Густава Адольфа, благодарю покорно. Густав во Флоренции с молодой женой.
Там только мама, я, старушка Нильсон и мои мальчики. Да, мальчики же приехали. Пойдем, Карл. А? Покажешь им фокусы, как прошлой зимой. Может, и правда? Что скажешь, Паулина? Ничего, чтобы не ссориться. Передай маме привет и сердечно поблагодари за любезное приглашение, но оно опоздало. До свидания, Карл. Доброй ночи. Нет. Нет, нет. Нет. Паулина, ты спишь? Почему ты молчишь? Ты сердишься? Ты отправишь меня в лечебницу, когда все действительно кончится. Иди сюда. Иди. Ты оставишь меня. Я тебя не оставлю. Ложь. Ты не знаешь, лгу я или нет. Так почему не верить тому, что я говорю? А я говорю, я не оставлю тебя, это ложь. Пусть так. И еще проследи, чтобы меня заперли, милый. Может, не будем? Милый, может, не будем. Делай, как знаешь. Делай, как знаешь. Только не думай, что я боюсь. Только не думай, что я боюсь. Дьявол, дьявол. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Я умру сейчас? Возможно, мы оба сейчас умрем. Вот и хорошо. Только не надо упреков.
И никаких самобичеваний. Нет. Я только хочу сказать, что моя мачеха очень достойная женщина. Ты всегда так говоришь. Карин разбудила бы своих мальчиков. Они пришли бы, полусонные из детской, и попросили бы показать фокусы. Или еще что-нибудь, как мы бывало придумывали. А я бы сказал, что сегодня уже поздно, но завтра мы будем смотреть движущиеся картинки. И мы уселись бы под желтой лампой в столовой, и мальчики тоже. Пили бы водку из бузины, которую делает мачеха. Нам подавали бы маринованную сельдь, анчоусы с яйцами и луком, печеночный паштет, огурцы, холодные тефтельки и вкуснейший паштет из дичи старушки Нильсон. А потом, когда все были бы уже сыты, мы помогли бы убрать со стола и посидели бы у камина, пока там не остались бы только угли. Мальчики уснули бы. И я отнес бы их в детскую. В мою детскую. Это ведь, черт побери, моя детская Паулина. И мы еще чуть-чуть посидели бы у камина. Нет, нет. Нет, сначала мачеха взяла бы тебя за руку и сказала, как она благодарна, что ты заботишься обо мне. Если ты умрешь, мне незачем жить. Знай это. Слышишь? Буди меня в любой момент. Впрочем, она уже здесь. Кто? Вслушайся. Я ничего не слышу. Тонешь. Тонешь. Так и есть. В главных ролях Бörje Альстед,
Мари Ричардсон, Эрланд Юсефсон, Пернила Аугуст, Анита Бьорк, Агнетта Экманер и другие. В фильме звучала музыка Франца Шуберта. Оператор Тони Форсберг, продюсер Монс Ройтерсверт, автор сценария и режиссер Ингмар Бергман. Производство Швеции, 1997 год.